Привет, меня зовут Стас, я 9 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. Сегодня мы поговорим о ИП и обсудим очень важный вопрос. Стоит ли рассматривать открытие ИП, если у вас уже есть спółka ЗОО в Польше? У многих из вас уже есть спółka ЗОО в Польше, и на самом деле до войны в Украине очень мало кому можно было это открывать. Да? Даже я не мог себе открыть ИП. Но такая возможность появилась, и сейчас многие задумываются о том, а стоит ли это делать, если у меня есть спółka ЗОО. Плюс к тому же еще вышел недавно польский ЛАД, обновление, да, в законах, и там все так запутано и непонятно. Поэтому в этом видео я отвечу вам на вопрос, стоит ли это делать, если у вас вот конкретно есть спółka ЗОО, и какие возможности дополнительно вот рядом, если вы откроете ИП, это вам дает. Прежде чем мы начнем, если вы планируете выходить на польский рынок, открывать здесь компанию, либо ИП, вам нужна помощь в оптимизации налогообложения, в консультациях, снизу под видео есть все ссылки, будем рады с вами поработать. Итак, давайте по пунктам. Все, о чем я буду говорить, так или иначе будет крутиться либо вокруг экономии денег, что по итогу вам позволит больше зарабатывать, либо вокруг того, чтобы платить меньше налогов, что по итогу тоже экономии денег и позволяет лично вам больше ложить себе денег в карман. И первый пункт — это возможность платить меньше налогов, если в рамках ИП вы будете на reach-out. Что такое reach-out, как он работает? Здесь сверху будет сейчас подсказка, заходите туда и смотрите. Но суть в том, что очень многим из вас подходит конструкция платить от оборота. И фишка в том, что у вас есть компания, которая может продолжать работать, она плательщик, допустим, НДС, да, ВАТ, и вы туда списываете расходы. Рядом вы открываете еще ИП, которое будет платить от оборота, и проводить часть денег туда. Поэтому это первый вариант, когда это вообще полезно. Второе. Возможность использовать лимит в 200 тысяч злотых в год оборота в рамках своего ИП в Польше. Этот лимит в 200 тысяч, ну, наоборот, да, это те деньги, которые вы просто получили. И после этого вы должны стать плательщиком ВАТ. Открыв ИП, у вас открывается окно возможностей в 200 тысяч до 200 тысяч в год. Вы можете не быть плательщиком. То есть чисто технически вы можете проводить каждый год там 198 тысяч злотых вот отдельно через это ИП и продавать свой товар, допустим, на 23% дешевле, чем ваши конкуренты. Но только вот на вот эти 200 тысяч. Тоже классное конкурентное преимущество. Подходит и для товаров, и для услуг. Третье. Если вы собираетесь фиксировать доход до 120 тысяч злотых в год, то тоже можно рассмотреть ИП, и в этом случае вообще лучше компанию, конечно, закрыть или заморозить. 120 тысяч злотых в год — это шкала податкова, первая форма налогообложения в рамках ИП в Польше, и это 10 тысяч злотых в месяц, чистой прибыли. То есть итого, если у вас есть бизнес, который где есть доходы, где есть расходная часть, есть что списывать на расходы, да, и вы будете фиксировать себе до 10 тысяч злотых чистыми в месяц, то обязательно стоит рассматривать ИП, потому что меньше будете платить за бухгалтерию и меньше будете платить налогов. Четвертое. Проще ведение и отчетность. Думаю, тут все понятно, не будем обсуждать. И пятое. Если у вас был второй номинальный партнер, то теперь он вам не нужен. Кто такой номинальный партнер? Часто его называют номинал. Это человек, который вписан у вас в компанию вторым членом правления, członek zarządu, и при этом это какой-то там ваш брат, кум, сват, Вася, Петя, знакомый, который по факту в компании ничего не делает. Вы его вписали, чтобы не платить там ЗУС, да. Это нормально, но если это адекватный человек, и он там в конце года, вы можете его найти, чтобы он там годовые отчеты подписал в компании, и он никаких вам проблем и напряга не составляет. Но бывают случаи, когда такие ситуации есть, человек где-то пропал, он там чем-то, ну, напрягает, да, и поэтому тоже стоит рассмотреть открытие ИП, ну, чтобы просто самому, если вы реально в бизнесе сам, чтобы реально самому вести спокойно хозяйственную деятельность. Еще два пункта очень важных. Во-первых, ИП, я еще раз напоминаю, ИП очень легко открыть, очень легко закрыть, очень легко заморозить деятельность. В отличие от спółki ЗОО, где там любое открытие, заморозка или закрытие, ну, это целый процесс, да, целая эпопея. И самый важный, главный месседж — это то, что в рамках ИП у вас нет двойного налогообложения.
Это значит, что те там деньги, которые вы заработали, зафиксировали в чистую прибыль, вы их сразу выводите себе как ИП. А в спилке ЗОО вам нужно фиксировать сначала чистую прибыль компании, это ЦИТ 9%, потом выводить себе либо дивиденды, либо там выплаты членам правления делать, то есть просто двойное налогообложение. В принципе все, я вам напомню, кто может сейчас открывать ИП. Это все те, кто и раньше могли его открывать. Карта резидента, карта поляка, карта стałego pobytu, это гражданство, это студенты, то есть там еще есть список, это вот основное. Но также добавились все те, кто приехали после 24 февраля из Украины, украинцы, да, после начала войны. Это виза Poland Business Harbor для белорусов. Это все те украинцы, которые были тут еще до начала войны, там условно по карте побыта или по визе, у них актуальная карта побыта или виза, и они тоже могут открыть ИП. В том числе, допустим, я под эту категорию подходил, потому что у меня еще не было карты резидента ЕУ, но уже была карта побыту, и я там тоже себе открыл jednoosobowo działalność. На этом все, ставьте лайки, подумайте, рассмотрите эту всю конструкцию, выгодно ли вам еще добавлять ИП. В большинстве случаев выгодно, вот те консультации, которые мы проводим, да, платные, бесплатные, в большинстве случаев это выгодно, потому что многие зарабатывают больше 10 тысяч злотых, и это просто классная возможность платить меньше налогов, а значит больше ложить себе денег в карман. И если вам нужна помощь в регистрации вот такого ИП, то обращайтесь, пожалуйста, к нам, мы вам с удовольствием поможем и сделаем все на высшем уровне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока.